Знаете, мне нравится геймплей в eFootball, кто бы что ни говорил. Да, он не идеальный, но по большей части геймплей является конкретно тем вот моментом, который и удержит меня в этой игре. Несмотря на все подарки, в кавычках, от Konami, на весь тот контент, который зачастую бывает в игре, и все те, кто говорят, что геймплей PES 2021 лучше, вытащите уже наконец-то соску изо рта. Сколько бы преимуществ у последней части PES не было бы в виде графики, в виде тех же оффлайн режимов, все-таки геймплей это не та часть, в которой PES превосходит eFootball. А поэтому после того, как разработчики объявили о том, что с обновлением до версии 4.4.0 произойдут изменения в игровом процессе, было интересно понаблюдать, что же конкретно изменится и как именно это будет ощущаться. И обо всем этом и не только предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. В этом видео я поделюсь своими впечатлениями от обновленного геймплея, ну а ваше же мнение, как и всегда, буду ждать в комментариях под этим роликом. Как новый геймплей пришелся вам? Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. И не так давно на PlayRock стартовал новый весенний розыгрыш, в котором можно выиграть игровой ноутбук, iPhone 16 Pro Max и PlayStation 5 Pro, а также 5000 рублей на свой аккаунт на PlayRock. Условия участия крайне простые. Вам достаточно подписаться на PlayRock в их соцсетях и также совершить платеж более чем на 500 рублей. И чем больше у вас билетов в рамках данного конкурса, тем больше шансов на победу. Результаты станут известны уже 24 апреля на официальном YouTube-канале PlayRock. Первое, с чего хотелось бы начать, рассказывая о геймплее, это непосредственно с его темпа. И мне кажется, что темп в свою очередь зависит именно от качества соединения и кто с кем играет. ПК с ПКшниками или консольщики с консольщиками. И вот уже во время кроссплатформенности это также может сказываться на игровом процессе. Ну, грубо говоря, чем хуже отклик, соответственно, тем выше и темп. Некоторым может показаться наоборот, поскольку из-за проблем с откликом некоторые игроки не успевают откликнуться на команды пользователей, пропускают какие-то моменты, но мне кажется, что вот как раз таки из-за проблем с коннектом, точность, скорость передач, точность ударов, она, несмотря на все произошедшие изменения, просто выходит из-под контроля. И даже если вы направляете мяч в конкретную сторону и задаете ему конкретную скорость, то есть вы регулируете ее по специальной шкале, не факт, что передача окажется именно такой, как вы ее ожидали. И после обновления, первые дни, когда все, по сути, начали пробовать кроссплей, когда все начали играть друг с другом, некоторые проблемы в коннекте все-таки проявлялись. Несущественные, играть можно было, но как раз-таки вот такие вот моменты, о которых я упомянул чуть раньше, они вот как раз-таки возникали, и они заметно ощущались, из-за чего казалось, что игра походит на пинг-понг. И вот только там, где у обоих игроков коннект был нормальный, был хороший отклик, виднелась какая-то мысль, игроки как будто бы не торопились и точно знали, как они хотят играть. Наверное, один из важнейших вопросов, а пофиксили ли действительно кикоффы, и да, на самом деле, они теперь не залетают. Может быть, спустя время игроки все-таки найдут варианты, как можно было бы по-быстрому разыграть, как можно было бы по-быстрому забить, но привычные способы розыгрыша мяча после начала, после пропущенного гола, они пока что не работают. Я заметил, что после того, как игроки разводят мяч, они стараются навешивать на каких-нибудь столбов в нападении, но опять же, им это не дает особо быстро развить атаку, как это было раньше, например. Происходит это благодаря тому, что защитники теперь стали менее тупыми, и в принципе это касается всех аспектов, точно так же, как вот этих кикоффных моментов, так и в целом их поведения на поле. Конечно, как и всегда, двойственность мнений, она, например, касается голкиперов, которые также претерпели и в уровне своей игры, и также в некоторых анимациях. Отмечается, что голкиперам было добавлено, может быть, и немного, но все-таки пара-тройка новых анимаций. И в целом, по ходу матча, они как будто стали стоять более надежнее. И, скажем так, даже на примере моего Касилиса, который мог пропустить какие-то вот мячи в дальние углы, теперь эти мячи он
он нередко вытаскивает, хотя, скорее всего, в предыдущем геймплее он бы, скорее всего, такое пропустил. Конечно, это не отменяет тех моментов, когда у голкиперов, да и, в принципе, наверное, у большей части вашей команды происходит затупок, но, как мне кажется, подобное теперь происходит крайне и крайне редко. О чем еще хотелось поговорить поконкретнее, так это о заявленных разработчиками нововведений касаемо скорости передвижения мяча, когда вы исполняете передачи или бьете поворотом. Заявлено разработчиками и вправду ощущаются во время игрового процесса, но вместе с этим изменилась и траектория мяча, будь то когда вы бьете или же когда делаете передачи. В случае с ударами это прям наглядно заметно, когда игроки исполняют ошеломляющий удар. И мне кажется, что теперь ошеломляющие удары стали еще более опасными, вот непосредственно из-за штрафной. Опять же, в зависимости от того, какие цифры реализации и силы удара у того или иного футболиста. И прям стало заметно, как мяч движется несколько по иной траектории, летит с несколько иной силой, скоростью, нежели это было раньше при тех же самых ошеломляющих ударах. В принципе, это можно наглядно увидеть по данным футажам, поскольку в случае с пропущенным мячом от Гвардиола я вообще не ожидал, что мяч полетит именно так, и что это будет удар в створ, который завершится голом. Ну а в следующем моменте мне просто удалось поймать соперника и пробить достаточно сильно, чтобы ни соперник, ни его голкипер не успели среагировать. Причем я не ожидал, что удар получится именно таким. Траектория мяча также касается и передач, и теперь мне кажется, что передачи верхом, навесиком, не то что в штрафную, а в целом вот по ходу всей длины поля также изменили свою траекторию, свое поведение, и теперь они стали более-менее рентабельны, нежели раньше. Ну, грубо говоря, из 10 забросов на половину соперника только 1 или 2 в теории могли пройти. Теперь мне кажется, что их количество несколько больше. Происходит это благодаря, опять же, изменившейся траектории мяча и, во-вторых, изменившимся движением футболистов. Да, они стали иначе подстраиваться под мяч, они стали несколько иначе открываться под передачи, и это также играет свою роль. И вот казалось бы, что после обновления я отмечаю в игровом процессе сплошные плюсы, но на самом деле не все так идеально, поскольку, возвращаясь к теме про темп игры, иногда возникает какой-то диссонанс, поскольку сам-то геймплей как будто бы не то чтобы пытается прям быть скоростным, быстрым, но из-за того же коннекта и как раз-таки из-за нововведений, что касается силы и точности передач, иногда эти самые передачи и в целом движение мяча по полю превращается в некий пинг-понг. И ты вроде бы контролируешь ситуацию, понимаешь, какие движения будет делать твой соперник, угадываешь его, он тебя предугадывает, но все равно по ходу матча вы исполняете какие-то передачи, которые оказываются неожиданно сильными, хотя ни соперник, ни ты этого не ожидаешь, или какой-то странный отскок происходит из-за всего этого, и ты постепенно замечаешь, что с каждой новой минутой этого матча он превращается в тот же самый пинг-понг. И на самом деле это не есть хорошо. Такое происходило несколько раз по ходу матчей, и от этого, конечно же, портилось впечатление, из-за чего складывалось ощущение, что надо бы немножко сбалансировать все это дело и в лишний раз отполировать. То есть это в целом-то выглядит неплохо, но когда такое вот возникает само по себе, надо как-то это вот решить, чтобы подобного либо не было вообще, либо было как можно меньше. Из-за чего у некоторых из игроков возникает, ну, возможно, отчасти ложное впечатление, что темп у игры в лишний раз вырос, и теперь он напоминает какой-нибудь аэрохоккей или еще что-нибудь в этом роде, не знаю. Ну и, в общем-то, вот такие вот у меня впечатления от нового игрового процесса. В целом, мне он более-менее понравился, очень нравится новая траектория мяча, нравится то, как теперь футболисты исполняют передачи и бьют поворотом, исходя из своих имеющихся цифр, и мне кажется, что это выглядит очень даже неплохо. Ну а что думаете вы по поводу обновленного геймплея? Как и всегда, пишите свое мнение в комментариях под этим роликом, также поддерживайте его своим большим пальцем вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и удачной игры с новым геймплеем. Всем пока!